После объявления о перемирии между Израилем и движением Хамас, регион вновь оказался на грани эскалации. Уже 19 октября ближневосточные СМИ сообщили о возобновлении израильских авиаударов по сектору Газа. По данным армии обороны Израиля, удары были нанесены по складам вооружений, подземным туннелям и командным пунктам боевиков в центральных и южных районах анклава. Согласно сведениям местных властей, в результате атак погибло не менее 20 человек. Эти события произошли на фоне временной приостановки доставки гуманитарной помощи, что вызвало новую волну возмущения со стороны международных гуманитарных структур. Израиль объяснил блокировку нарушением режима прекращения огня, заключенного ранее с Хамас. Переход в районе Рафаха, связывающий Газу с Египтом, остается закрытым, и вопрос о его открытии перенесен на начало следующей недели при условии соблюдения сторонами договоренностей. Возобновление боевых действий вновь поставило под сомнение хрупкое перемирие, достигнутое при посредничестве международных партнеров. Израильское руководство утверждает, что авиаудары были ответом на гибель 2 военнослужащих, однако ситуация оказалась сложнее. Пентагон сообщил, что инцидент произошел в результате детонации неразорвавшихся боеприпасов, когда израильский бульдозер случайно наехал на взрывное устройство. Чуть позже Израиль в одностороннем порядке заявил о прекращении огня, подтвердив готовность вновь соблюдать ранее достигнутые договоренности. Эти сведения поставили под сомнение официальную версию Иерусалима и вызвали новую волну критики в адрес премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Под давлением общественности и международных посредников он был вынужден заявить о готовности вновь открыть контрольно-пропускные пункты для поставок гуманитарной помощи, хотя реальное возобновление поставок остается ограниченным. Хотя стоит отметить, что внутри Израиля есть значительная часть общества, которая поддерживает продолжение военных действий против Хамас. Эти события стали поводом для новой волны заявлений мировых и региональных лидеров. Эмир Катара, шейх Тамим бин Хамад Аль-Тани, резко осудил действия Израиля, заявив, что Иерусалим нарушил все международные нормы, применив силу против страны, которая выполняла посредническую роль. Он подчеркнул, что происходящее в Газе на протяжении последних лет представляет собой акт геноцида и свидетельствует о бессилии международной системы в обеспечении справедливости для палестинского народа. По словам эмира, Катар подвергся давлению и даже прямым угрозам со стороны некоторых государств, однако сумел сохранить независимую позицию и продолжает поддерживать дипломатические усилия по достижению мира. В самом Израиле кризис вокруг Газы спровоцировал серьезные внутренние разногласия. Лидер оппозиции Яир Лапид заявил, что нельзя допустить ввода турецких и катарских войск в Газу. По его мнению, правительство 7 октября совершило ошибку, позволив Турции и Катару, связанным с движением «Братья-мусульмане», участвовать в процессах в Газе. Лапид подчеркнул, что вместо того, чтобы опираться на Египет, традиционного партнера в борьбе с влиянием братьев-мусульман, в Газу были допущены страны, которые он считает их идеологическими союзниками – Турция и Катар. Тема участия Турции в урегулировании ситуации в Газе вызвала острую полемику и на международном уровне. Египет готовит проект резолюции для Совета безопасности ООН о формировании международных сил стабильности, в состав которых могут войти и турецкие подразделения. Израиль категорически возражает против подобного сценария, считая Турцию враждебным государством. Министр по делам поселений Израиля Арит Струк заявила, что не желает видеть ни одного турка в Газе, ни на тракторе, ни в джипе. В то же время часть экспертов указывает, что именно Турция и Египет обладают достаточными возможностями и логистическим потенциалом для участия в такой миссии. Позицию Израиля разделяют и некоторые представители прежнего политического руководства. Бывший премьер-министр Эхуд Барак отметил, что участие Турции и Катара в урегулировании может привести к дестабилизации, тогда как вовлечение Египта, Иордании, Саудовской Аравии и ОАЭ, напротив, способно создать основу для устойчивого мира. Тем временем Турция продолжает укреплять свои дипломатические позиции.
Президент Реджеп Таyyip Эрдоган, прибывший в Кувейт с официальным визитом, проводит активные переговоры, демонстрируя стремление Анкары усилить влияние в арабском мире и в вопросе палестинского урегулирования. Отметим, что вице-президент США Джей Ди Венс вместе с супругой отправился в Израиль в рамках продолжения усилий администрации президента Трампа по реализации исторического мирного соглашения по Газе. Вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что американские войска не будут размещаться в Газе. Однако Вашингтон намерен сыграть роль координатора и посредника между странами региона. По его словам, американская дипломатия стремится объединить государства Персидского залива, Израиль, Турцию и даже Индонезию в единую архитектуру мира и безопасности. Он подчеркнул, что участие Турции может быть полезным, если оно будет согласовано с союзниками и не нарушит региональное равновесие. Параллельно с ближневосточными событиями внимание международного сообщества привлекли и процессы в Евразии. Касым-Жомарту Токаеву и Ильхаму Алиеву презентовали проект развития Среднего коридора, стратегического транспортного маршрута, соединяющего Китай и страны Центральной Азии с Европой. Главы государств были проинформированы о проводимой системной работе казахстанских и азербайджанских специалистов по развитию Среднего коридора. Согласно прогнозам, к 2030 году объем грузоперевозок по этому направлению может утроиться. Этот проект рассматривается не только как экономическая инициатива, но и как элемент новой геополитической связки, укрепляющей региональное взаимодействие и создающей альтернативу традиционным маршрутам через Россию. Особое значение приобрело заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о снятии ограничений на транзит армянских грузов через территорию Азербайджана. В Ереване этот шаг расценили как проявление готовности к дальнейшей нормализации отношений и укреплению мира. Алиев также подчеркнул, что проект ТРИП, согласованный на Вашингтонском саммите, открывает новую транспортную артерию через Зангезур, которая может стать частью расширенного Среднего коридора. Тем временем, в Восточном Средиземноморье вновь обострился кипрский вопрос. Лидер турецких националистов Девлет Бахчели призвал парламент непризнанной Турецкой республики Северного Кипра принять решение о присоединении к Турции. Однако итоги состоявшихся выборов показали иную динамику. Победу одержал представитель социал-демократической партии СТП Туфан Эрхюрман, выступающий за федеративное объединение острова. Несмотря на расхождение позиций с Анкарой, Эрхюрман заявил о намерении координировать внешнюю политику с Турцией, подчеркивая важность стратегического партнерства. Президент Турции Реджеп Таyyip Эрдоган поздравил нового лидера Северного Кипра, отметив, что Турция продолжит защищать права турок-киприотов и поддерживать их на международных площадках. Таким образом, Анкара демонстрирует готовность адаптировать свою линию к меняющимся политическим реалиям, сохраняя при этом контроль над ключевыми направлениями региональной политики. В совокупности все эти процессы, от обострения палестино-израильского конфликта и дипломатической активности Турции до расширения евразийских транспортных маршрутов и кипрских выборов, свидетельствуют о постепенном формировании новой политической конфигурации в Большом Ближнем Востоке и Евразии. Регион переживает момент тектонических изменений, когда старые альянсы уступают место прагматичным союзам, а экономические интересы все чаще становятся инструментом внешней политики. На этом фоне значение дипломатии, гибкости и способности к компромиссу возрастает. И именно эти качества, а не военная сила, сформируют новый региональный порядок в ближайшие годы. Оставляйте ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать самые важные и актуальные новости мира и Ближнего Востока.